Добрый день, дорогие друзья. Как многие из вас знают, в последнее время возникает очень много вопросов о том, работает ли программа «Золотая виза» в Португалии, какие сроки рассмотрения процессов, работает ли эта программа для россиян и для белорусов. Мы собрали несколько самых интересных вопросов от наших клиентов, и сегодня я постараюсь развеять ваши сомнения, касающиеся программы «Золотой визы» в Португалии. Итак, вопрос номер один. Собирается ли правительство Португалии закрыть программу «Золотая виза»? Ответ. На самом деле было заявление премьер-министра Португалии Антонио Кошта о том, что программа «Золотая виза» уже не так необходима для Португалии, и в парламенте будут обсуждать о том, чтобы ее закрывать. Это заявление было сделано во время веб-саммита в ноябре этого года, 2022. Но после этого, приблизительно через 2 недели, парламент голосовал, выставил на голосование бюджет на следующий год, и среди прочих решений было еще и голосование по программе «Золотая виза». Так вот, сама партия премьер-министра, социалистическая партия, и плюс еще 2 крупнейшие партии Португалии, социал-демократы и партия Шега, проголосовали против того, чтобы закрыть программу «Золотая виза». То есть программа работает, и никаких изменений в программе не предвидится как минимум на ближайший год. Вопрос номер 2. Работает ли программа «Золотая виза» для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь? Ответ положительный. Работает. Почему? Как вы знаете, после начала военных действий в Украине были введены определенные ограничения для граждан России и Беларуси. А именно все процессы граждан России и Беларуси по золотым визам были заморожены для последующих проверок. Никакого официального акта в этом плане выпущено не было, так же, как и при разморозке. Днем разморозки считается 14 июня. Именно 14 июня мы получили одобрение наших клиентов из России, первое одобрение клиентов из России в этом году. А также в этот же день мы получили квитанции на оплату госпошлиной других наших клиентов из Российской Федерации. Один из этих клиентов уже получил свою золотую карту еще в июле этого года. Также 24 июня мы получили 27 приглашений на биометрию. Около 20 клиентов из их числа были именно гражданами Российской Федерации. Все эти люди прошли биометрию успешно с июля по ноябрь месяц. Процесс завершен в плане биометрии, и сейчас мы ждем квитанции на оплату госпошлиной для того, чтобы они получили карточки. То есть никакого официального акта по запрету, либо по разморозке не было. Сейчас мы работаем согласно португальскому закону о золотой визе. То есть мы подаем новых клиентов, оплачиваем госпошлины без никаких затруднений. В личном кабинете каждого из клиентов, которые подали документы и оплатили госпошлину, появляется надпись, что процесс находится в анализе. Ни одного отрицательного ответа ни за какого клиента мы не получили, ни за граждан Российской Федерации, ни за граждан других стран. Вопрос третий. Как приехать на сдачу биометрии, если Шенген-виза закончилась, а новую Шенген-визу трудно сделать? Ответ. Как вы знаете, посольства многих европейских стран сильно ограничили выдачу Шенген-виз, особенно для граждан России и Республики Беларусь. Что же тогда делать? Дело в том, что когда у человека есть уже приглашение на биометрию, то само консульство Португалии выдает Шенген-визу на очень короткий срок, 21 день, специально для того, чтобы люди могли приехать и сдать биометрию в Португалии. Я, конечно, советую заранее побеспокоиться об этом вопросе и все-таки сделать более долгосрочную Шенген-визу, если у вас это получится. Но переживать смысла нет. Если даже не получится, то для прохождения биометрии и имея на руках приглашение из иммиграционной службы, можно легко сделать туристическую Шенген-визу для прохождения биометрии в Португалии. Вопрос 4. Можно ли оформить процесс по золотой визе дистанционно? Ответ. Почти да. В любом случае клиенту нужно будет со всей семьей приехать хоть один раз в Португалию, а именно на сдачу биометрии. Все остальные процессы, вплоть до получения карточки ВНЖ, можно оформить дистанционно. Вопрос 5. Какие нужны документы для оформления золотой визы в Португалии? Давайте разберемся по порядку. Если инвестор подается один, то ему нужен паспорт
Причем, прошу обратить внимание, что паспорт должен быть действителен более 3 месяцев, когда человек приезжает на сдачу биометрических данных. Далее, справка о несудимости. Она в Португалии действительно будет только в течение 3 месяцев. То есть ее на протяжении всего процесса надо будет делать несколько раз. Справку о несудимости нужно обязательно предоставить с апостилем. Далее, налоговый номер из страны проживания. Также советую делать нотариально заверенную копию и на нотариально заверенную копию поставить апостиль. Если главному инвестору прибавляется супруг или супруга, то также нужно добавить свидетельство о браке. С этого документа также нужно делать нотариально заверенную копию и ставить апостиль. Далее, нужно предоставить также на супруга или супругу справку о несудимости, апостилированную. Если добавляются дети, у несовершеннолетних детей нужно обязательно предоставить, собственно говоря, у всех детей, даже если несовершеннолетние, нужно предоставить свидетельство о рождении. Со свидетельства о рождении нужно обязательно делать нотариально заверенную копию и ставить апостиль. Если ребенку больше 16 лет, то также нужно предоставить и справку о несудимости. Если добавляются родители, родителям, для того, чтобы подать родителей, нужно предоставить свидетельство о рождении главного инвестора либо супруга супруги. Также с апостилем. И желательно перед апостилем делать нотариально заверенную копию. Нужно также учесть, что есть много разных ситуаций и много разных семей со своими какими-то отдельными характеристиками. Потому что если ребенку больше 18 лет, например, то нужно обязательно доказывать, что этот ребенок находится на иждивении у инвестора. А именно, что нужно предоставить? Нужно предоставить справку из ЗАГСа, обязательно с апостилем. И также нужно предоставить справку из университета о том, что он учится. На эту справку обязательно тоже нужно поставить апостиль. Причем, обращаю внимание, что могут быть разные другие ситуации, как, например, несовершеннолетний брат или сестра, который находится именно на попечительстве у главного инвестора. То есть такие нюансы есть, которые встречаются очень редко, и по разным таким ситуациям лучше, конечно, входить с нами в контакт и консультироваться отдельно. Если мы говорим о родителях, то они считаются автоматически на иждивении у инвестора, если им больше 65 лет. Если нет, то это нужно доказывать. Есть разные формы доказательств. Например, главный инвестор переводит какие-то деньги с какой-то определенной поочередностью своим родителям и показывает, что таким образом родители финансово от него зависят. Если есть еще какие-то вопросы по этой теме, то, конечно, лучше звонить нам, обращаться к экспертам, к специалистам и узнавать подробности по конкретно вашему случаю. Вопрос 6. Как происходит процедура оплаты недвижимости под программу «Золотая виза» в Португалии? Ответ. На самом деле, чтобы купить недвижимость в Португалии, можно сделать оплату и через иностранный счет. Нет необходимости открывать счет в Португалии, если клиенту это не надо. Но если мы говорим о «Золотой визе», то оплата инвестиций должна быть обязательно произведена через португальский счет. Сейчас есть очень серьезные ограничения по открытию счетов для граждан России и Беларуси. Что же тогда делать? Есть план «Б», как мы его называем. То есть можно оплатить недвижимость через трастовый счет юрлица, именно португальского юрлица. Мы специально для наших клиентов открыли такой счет и помогаем им инвестировать в Португалии, хотя они пока не имеют счета в португальском банке. Конечно же, счет мы откроем, но, скорее всего, если не будет других изменений, это произойдет только после того, как клиент уже получит свою золотую визу в Португалии. Тогда все ограничения снимаются. И хочу заметить, что снимаются ограничения не только по открытию счета, но и по максимальной сумме, которую можно держать на счету. То есть то ограничение, которое действует сейчас в Евросоюзе на 100 тысяч евро для граждан России и Беларуси, у вас его больше не будет, потому что у вас есть ВНЖ в Португалии. Кстати, услуга по оплате недвижимости через наш трастовый счет для наших клиентов абсолютно бесплатна. Вопрос 7. И, должен сказать, не самый приятный. Какие нужно оплатить налоги при покупке недвижимости либо при инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость в Португалии? Ответ. Самая главная разница здесь в типе недвижимости, потому что если недвижимость жилая, то идет оплата по шкале. Если же недвижимость не жилая, а как многие из вас знают, что именно нежилая недвижимость подходит под золотую визу в самых популярных районах Португалии, то здесь налоговая ставка фиксированная. Есть два налога.
налог на передачу права собственности, он составляет 6,5%, и гербовый сбор, он составляет 0,8%. Если вы решите инвестировать в жилую недвижимость во внутренних регионах Португалии, согласно закону о золотой визе, то вы сэкономите 2-3% на налогах. Вопрос 8. Сколько будет стоить юридическое сопровождение на протяжении всего процесса по оформлению золотой визы в Португалии? Ответ. Наша компания предоставляет эти услуги. У нас есть юридический отдел и наши адвокаты, которые сопровождают всех наших клиентов. На самом деле посчитать стоимость юридических услуг в нашей компании достаточно просто. Если мы говорим про все 5 лет, куда входят, подчеркиваю, и сделать налоговый номер в Португалии, и открытие счета, да, когда-то будут граждане России или Беларуси, это произойдет только после того, как они получат карточку, но счет мы все равно им откроем. Пользование трастовым счетом нашей компании для оплаты инвестиций также входит в этот контракт. Сопровождение на сделке по купле-продаже, подача документов на ВНЖ, сопровождение на биометрии. Первое продление через 2 года, второе продление через еще 2 года. Весь этот пакет услуг для главного инвестора на все приблизительно 5-6 лет будет стоить 7500 евро. Для каждого дополнительного члена семьи стоимость будет составлять 2500 евро. Например, семья из 2 человек, муж, жена, общая стоимость будет 10 000 евро. Их можно оплатить сразу, тогда мы предоставляем скидку 15%, или можно разбить на 5 траншей по 20%. То есть эта супружеская пара оплатит 2000 евро при подписании контракта, 2000 евро после покупки недвижимости, еще 2000, третий транш после получения карточек ВНЖ, следующий, 4-й транш через 2 года после первого продления и 5-й, последний транш через еще 2 года на 2-м продлении. И в конце несколько слов о нашей компании Amber Star Real Estate. Мы работаем на рынке недвижимости Португалии с 2008 года. На данный момент, сегодня, 10 декабря 2022 года, у нас работает 23 сотрудника 8 разных национальностей. Мы работаем под клиента, мы слушаем клиента, обозначаем его цели и стараемся исполнить все его мечты. Для того, чтобы адаптироваться к работе с разными рынками, мы набрали людей, которые говорят на разных языках. У нас в составе есть люди, которые говорят на китайском, на хинди, естественно, на английском, и очень много сотрудников, которые говорят на русском. Мы работаем на разных рынках. Мы провели в этом году 19 международных выставок. В этом месяце у нас будет 20-я выставка в этом году в Стамбуле. Кстати, кто нас слушает в этот момент, пожалуйста, приходите, мы обязательно с вами побеседуем. Мы предоставляем все виды услуг, связанные с процессом «Золотая виза Португалии» и с покупкой недвижимости в Португалии вообще. Документы, которые были ранее перечислены, нужно переводить на португальский язык. Это делаем мы. У нас есть свой переводчик, который работает только с нашими клиентами, и вам не нужно будет стоять в очередь у переводчика. Мы можем предоставить услуги риэлторские практически по всей Португалии. У нас есть офис на севере, в городе Порту, у нас есть офис на юге, в городе Вила-Моура. Через 3 месяца, приблизительно в середине марта, мы открываем офис в Лиссабоне. Каждому клиенту мы предоставляем персонального менеджера, который на всем пути будет сопровождать его информационно, будет помогать ему решать разные вопросы. Дорогие друзья, если у вас остались еще какие-нибудь вопросы или сомнения, пожалуйста, пишите ваши комментарии под этим видео или звоните нам. Всем спасибо за внимание.